Дорогие мои девочки и мальчики, меня зовут Полина. Скажите, у вас в детстве были любимые игрушки? А помните такую забаву? В деревянную палку вбивали гвоздь, на него цепляли листок бумаги с загнутыми краями, и эта вертушка весело крутилась от ветра. Кто-то сказал, трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к полу. Ну, значит, будем впадать в детство. Возьмем немного ткани. Вы помните, у меня были остатки кроя, лоскутки серой ткани. Из них я накроила 25 квадратов размером 10 на 10 сантиметров. Это серая невзрачная костюмная ткань. Некоторые кусочки стрейчевые, они тянутся во все стороны. И есть у меня еще яркие, красивые ткани, но они очень тонкие, подкладочные. Работать только с ними очень сложно. В нашем изделии их совместим. Недостатки одной ткани компенсируем достоинствами другой. Все ткани проутюжим. В этом нам поможет мини-гладильная доска, которую можно сделать самим из разделочной доски. В детстве вместо компьютера и интернета у меня было детство. Из цветных тканей нарежем квадраты размером 7,5 на 7,5 сантиметров. Соблюдаем направление долевой нити. Где есть возможность, выкраиваю крупные квадраты размером 15 на 15 сантиметров. Их потом разрежу на 4 части. После того, как заготовили все детали, сделаем предварительную раскладку. Примерно распределим, как будут лежать серые квадраты и цветные пятна. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Вертушки можно расположить в произвольном порядке, а можно выстроить в линии. Объясняю дальнейшую работу. На пересечении линий, где сейчас лежат цветные квадратики, будут располагаться вертушки. Для этого надо, чтобы на всех серых квадратах в этих смежных углах были цветные части. Чтобы не запутаться в узоре, можно их сразу же заколоть булавочками. Очень удобно, что все детали собирала на съемной столешнице, которую я сделала из кусков ламината. А сейчас показываю, как будем формировать лепестки. Цветной квадратик сгибаем по диагонали, закрепляем угол. Ткань подтягиваем и придерживаем верхний край. Расправляем. Прокладываем строчку близко к срезу. Когда дошили до угла, детали разворачиваем. Свободный угол расправляем и, придерживая распарывателем, делаем складку. Ткани тонкие, непослушные, поэтому действуем очень аккуратно и не торопясь. Если вы не очень опытная швея, то всю работу по прошиванию цветных кусочков лучше сделайте на руках, иголкой с ниткой. Следите за тем, чтобы не запутаться в цвете ткани. Обратите внимание, что в угловых квадратах по одному цветному углу, боковые квадраты по 2 цветных угла, а в центре обшиваются все 4. Конечно, следите за порядком работы. Складочку располагайте в одном направлении, и обшивать квадраты надо по часовой стрелке. Так постепенно начинает складываться узор. Работа требует неторопливости и внимания. Конечно, можно сделать все вертушки одного цвета. Так будет легче ориентироваться и не запутаться. Но мы же не ищем легких путей. Теперь будем сшивать подготовленные блоки в большое полотно. Шью вертикальными рядами. Детали складываем лицом к лицу. Прокладываем соединительную строчку. Обратите внимание, когда пришиваем цветные детали, строчку прокладывали в 5 мм от края, а соединительная строчка будет в 7 мм. Нитки не обрываем, собираем все детали гирляндой. Все полотно держится на соединительных нитках.
Остается только хорошо все проутюжить, чтобы швы лежали ровно. Когда будете работать утюгом, помните, что ткани у нас легкие и плавкие. Уже после проутюживания будем делать горизонтальные швы. В местах соединения следите за направлением швов. Они должны быть направлены в разные стороны. И очень хорошо, что мы использовали тонкие воздушные ткани, ведь получается очень много слоев. А так выглядит готовый блок. Вертушки объемные, очень красивые. Ткань сияет и переливается. Для женщин детство заканчивается тогда, когда на кухню зовут не кушать, а готовить. Этот блок я хотела оформить в подушку. Пишите комментарии, ставьте классы, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!